дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. И я продолжаю анализ костюмов в экранизациях истории о красавице и чудовище. И сегодня наша речь пойдет о культовом произведении Диснея 1991 года, а также фильме-ремейке 2017 года. 22 ноября 1991 года в американских кинотеатрах вышел новый мультипликационный фильм от компании Disney «Красавица и чудовище». Захватывающий и логичный сюжет, яркие персонажи, западающие в душу песни – все в этой картине было идеальным. Поэтому неудивительно, что этот фильм получил положительные отзывы критиков и стал первой анимационной картиной, которая была выдвинута на премию «Оскар» в номинации «Лучшая картина». Именно эта история стала своего рода каноном, наиболее известной интерпретацией оригинальной версии. Спустя 25 лет, когда золотая эпоха Диснея миновала, в компании после долгих обсуждений решили выпустить ремейк легендарного мультфильма. Мировая премьера состоялась 23 февраля 2017 года, и вокруг ленты тут же стали разрастаться скандалы. Одни назвали фильм пропагандирующим гомосексуализм, ведь впервые в Диснее снялся открытый гей, актер Люк Эванс. Некоторых возмутил чересчур феминистский настрой Белль, ну а другие пытались объяснить ее внезапную любовь к чудовищу с помощью стокгольмского синдрома. Кстати говоря, именно поэтому Эмма Уотсон долгое время изучала историю красавицы и чудовища, прежде чем подписать контракт. Но, к слову сказать, именно в диснеевской интерпретации развитие отношений между красавицей и чудовищем происходит наиболее логично, в отличие от других версий. Но давайте оставим сплетни и скандалы и проанализируем две этих картины, особенно в плане костюмов. Что касается меня, фильм мне понравился, и настолько, что хочется пересматривать еще и еще. Внешность персонажей соответствует своим мультипликационным прототипам. Сюжет повторяется практически один в один, волшебно исполнены старые песни, но хорошо вписались и некоторые новые. Однако есть и некоторые добавления и изменения. Например, раскрыты истории семей главных героев, а Морис, отец Белль, в фильме скорее художник, чем изобретатель. Фильм советую к обязательному просмотру всем любителям мультфильма 1991 года. Ностальгия по детству обеспечена, ну а роскошные наряды и качественная графика доставят вам эстетическое наслаждение. За наряды в киноленте отвечала художница Жаклин Дюран, которая также работала над такими фильмами, как «Макбет» и «Анна Каренина». Ее отдел начал работу за 3 месяца до начала съемок, и в ее цеху было несколько десятков мастеров, от ювелиров и шляпников, и заканчивая мастерами по росписи ткани. Очень принципиально для Жаклин было экологичное производство. Для этого в изготовлении нарядов использовали экоматериалы, и ткани расписывали нетоксичными красками. Фильм начинается со сцены в замке во время бала маскарада, главный герой которого – принц. Его лицо скрыто под нарисованной маской, и до конца фильма мы так и не узнаем, насколько он хорош, разве что кроме короткой сцены с портретом принца. Придворные дамы танцуют в светлых платьях, кружась вокруг юноши, будто говоря: «Каждый из нас может стать твоей невестой, выбирай любую, ведь мы первосортные красавицы». Костюмы выполнены в стиле эпохи рококо, о чем свидетельствуют неимоверно пышные и богато декорированные платья нежных пастельных тонов и высокие парики. Примечателен костюм принца. На нем темно-зеленый камзол, обильно украшенный золотой вышивкой и камнями, которые блистают на бархате, как звезды на вечернем небе. Далее следует сцена в городке, которая называется в этом фильме «Вильнёв» по имени автора оригинальной сказки. Главную роль красавицы Белль сыграла Эмма Уотсон, и интересно знать, что она стала первой, кого утвердили в актерский состав, и эта роль стала для нее отличным продолжением карьеры. Дело в том, что Эмма Уотсон запустила программу в ООН, которая называется He for She. Это движение, которое направлено на равенство полов. А ее героиню Белль можно по праву назвать настоящей феминисткой, ведь она не стремится стать принцессой, не стремится найти себе мужа, а скорее хочет разобраться в себе
и вдоволь напутешествоваться. В мультфильме Белль представлена в платье, которое стало своего рода каноном. На ней голубой сарафан поверх белой рубашки и белый передник, на ногах коричневые балетки. Использование голубого цвета символизирует романтичность, мечтательность, исключительность. Ее комплект в холодных тонах контрастирует с нарядами горожан, выполненными в теплых тонах. Налицо противоречие между озабоченными своими хлопотами малообразованными людьми и начитанной девушкой, мечтающей о приключениях. В фильме этот контраст не был соблюден. Одежда горожан также содержит синие и голубые оттенки. Но и здесь есть чем полюбоваться. Рассматривать хочется буквально каждый наряд, особенно красивые шляпки и розовые платья трех сестричек-красавиц. А вот традиционное платье Белль было интерпретировано в деревенском стиле, в котором можно увидеть элементы кантри, прованса и пасторали, и выполнено сразу в нескольких вариантах. Сначала это платье с асимметричной юбкой, из-под которой игриво выглядывают панталоны в цветочек. В таком наряде легко передвигаться. На ногах замшевые ботиночки с коричневыми носками. В следующий раз Белль появляется в похожем комплекте, но теперь юбка симметричная, выполнена из денима, а передник имеет расцветку в клеточку. Утепляет комплект светлый жакет. На ногах эспадрильи. В этом фрагменте Белль обучает чтению девочку, которая одета в похожий наряд. Стоит заметить, что оба комплекта выполнены в прованском стиле с обилием цветочных узоров. В подобном костюме красавица появится и во Дворце Чудовища, но не скоро расстанется со своим комплектом, который символизирует ее стойкость, преданность в первую очередь себе, своим идеалам и принципам. Особенно мне понравился персонаж мадам де Гардероб. Это харизматичная и услужливая дама спешит буквально всех и каждого переодеть в устаревшие наряды и парики эпохи рококо. Например, мадам Гардероб борется со злодеями, переодевая их в пышные женские платья. И именно она предприняла первую попытку приодеть красавицу сразу после заточения. Это показано в красивой сцене с летающими лентами. Но нашу героиню так просто не изменить. Красный наряд появляется на Белль только после того, как между ней и чудовищем появляются романтические отношения. В мультфильме эта перемена чувств также продемонстрирована с помощью одежды, правда, сначала Белль надевает зеленое платье, и только потом красное. В фильме, как и в мультфильме, часто встречаются сцены, где комплекты персонажей гармонируют с интерьером или окружающей средой. В мультфильме во время городской сцены мы видим, как одежда шляпницы перекликается со ставнями на окнах, рубашка булочника с зеленью кустов. Но это скорее изображение персонажей как части окружения, которое чуждо красавице. Когда же она попадает в холодный замок, и тем более в приготовленную для нее комнату, выполненную в голубых и золотых тонах, ее наряд гармонирует с интерьером, и мы понимаем – Белль попала туда, куда нужно. Такой прием дает понять, что между персонажами царит полная гармония и теплые чувства. Пересечение цветов в одежде и интерьере имеется, например, в сцене в библиотеке, во время ужина и тем более во время бала. Самым знаменитым является пышное желтое платье Белль, в котором она впервые танцует с чудовищем на балу. Это платье стало настолько популярным, что его часто используют косплееры в своих мероприятиях. Ну а в фильме мы наконец-то видим это платье вживую во всей красе. Жаклин Дюран в одном из интервью рассказала, что создание этого платья было самым сложным процессом. Его создали из нескольких слоев легкой атласной органзы, окрашенной в желтый цвет. На двух верхних слоях напечатали сусальным золотом узор, который похож на пол бального зала в замке. Кроме того, наряд был украшен 2000 кристаллов Сваровски. На создание платья ушло около 12 тысяч часов работы. Второй уникальный наряд был сшит для итоговой сцены. Это пышное светлое платье с романтическим рисунком в виде красных цветов. Интересен в фильме процесс изменения чудовища. Он переживает не только внутренние изменения, освобождается от злости и взращивает в себе чувство любви, но и меняется внешне. В фильме, как и в мультфильме, вначале он предстает в лохмотьях, но по мере развития сюжета его одежда становится более роскошной. Ну как не влюбиться в такого красавца? Культовым можно считать его комплект в синих тонах во время бала. В мультфильме на нем надет синий сюртук, под которым спрятались белая рубашка с шейным платком и бежевый жилет. В фильме на чудовище расшитый синий жестокор с жилетом, белая рубашка с жабо.
В заключительной сцене в фильме расколдованный принц танцует с красавицей в голубом комплекте, который так хорошо подходит к цвету его глаз. Интересны наряды и двух главных антагонистов истории – альфа-самца Гастона и его помощника Лифу. Стиль их одежды можно назвать парным, их одежда перекликается в деталях и цветах. В мультфильме Гастон сначала появляется в красной рубашке, черных брюках и высоких сапогах, а свататься к Бель приходит в шикарном красном камзоле и белых трико. В фильме первый образ Гастона – это военный костюм в бежевых тонах с красными вставками. На голове черная треуголка. Одежда Гастона символизирует его гиперсексуальность, вспыльчивость и агрессивность. Но как же он хорош в красном образе и со шпагой в руке. Заканчивается фильм сценой, похожей на ту, что была в начале – балом. Но теперь наряды отличаются меньшей пышностью и напоминают скорее эпоху классицизма. Жители дворца, как и главный персонаж, избавились от желания жить чересчур праздно и богато и пришли к более простому образу жизни, пусть и королевскому. Если вы еще не успели посмотреть картину «Красавица и чудовище» 2017 года, я советую настоятельно это сделать. Я надеюсь, вам понравились эти ролики, что вам понравился анализ образов из экранизаций истории про «Красавицу и чудовище». Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем до скорых встреч. Пока!